Урок 1. Адаптация к изменениям. Я пока не уверен насчет новой политики, но, возможно, мы могли бы пойти в местный магазин и посмотреть, что у них есть. Это звучит как хороший план. Всегда полезно просмотреть доступные варианты. Взгляд из первых рук может помочь нам лучше адаптироваться к любым изменениям. Абсолютно. Кроме того, мы можем собрать отзывы от других людей, которых это может затронуть. Точно. Когда мы ориентируемся в этом вопросе, важно понимать разные точки зрения. Да, сбор мнений может привести к принятию более обоснованных решений в дальнейшем. Я согласен. Давайте составим список того, на что нам следует обратить внимание, пока мы там. Отличная идея. Это позволит нам охватить все наши базы во время нашего визита. Я с нетерпением жду возможности увидеть, какие решения мы сможем найти вместе. Урок 2. Школьные каникулы. Знаете ли вы, что для большинства студентов в июле и августе занятия не проводятся? Да, я это слышал. Это хороший перерыв для студентов, чтобы расслабиться и восстановить силы. Абсолютно. В некоторых школах также часто не проводятся занятия в мае и июне. Это имеет смысл. Это дает учителям время подготовиться к следующему учебному году. Важно иметь время, чтобы перегруппироваться и спланировать будущие уроки. Определенно. Студенты могут использовать это время для хобби или летней работы. Конечно, это прекрасная возможность для личностного роста за пределами класса. Да, мне нравится, что летние каникулы могут дать такой ценный опыт. Я согласен. Это решающее время как для учеников, так и для учителей, чтобы задуматься и освежиться. Урок 3. Создание успокаивающего пространства. Что бы вы включили в свое успокаивающее пространство? Я бы начал со спокойных цветов, таких как мягкий синий и зеленый, чтобы создать спокойную атмосферу. Это звучит прекрасно. Цвета могут оказывать существенное влияние на наше настроение. Да, они действительно так делают. Я бы еще добавила несколько удобных подушек и уютное одеяло. Отличная идея. Комфорт– ключик к созданию расслабляющей обстановки. Абсолютно. Я думаю, что добавление растений также поможет вдохнуть жизнь в пространство. Растения могут улучшить качество воздуха и добавить в помещение нотку природы. Точно. Я также хотел бы добавить несколько успокаивающих ароматов, например, лаванды или ромашки. Это замечательная мысль. Аромат поможет расслабиться и создать успокаивающую атмосферу. Урок 4. Дополнение к дому. Я уверен, что это станет прекрасным дополнением вашего жизненного пространства. Спасибо. Я действительно верю, что это улучшит общее ощущение комнаты. Добавление нового предмета может изменить всю атмосферу помещения. Точно. Я хочу создать уютную и привлекательную среду для всех. Это отличная цель. Комфорт и стиль могут идти рука об руку. Абсолютно. Я с нетерпением жду возможности увидеть, как все это складывается воедино, когда все становятся на свои места. Мне не терпится помочь вам его настроить. Будет интересно увидеть трансформацию. Да, так и будет. Я думаю,
Это действительно повлияет на ощущение комнаты. Конечно. Давайте возьмем за правило получать удовольствие от процесса украшения. Урок 5. Неожиданные приключения. Случилось ли что-нибудь неожиданное во время вашего приключения? Что ж, я встретил редкий вид птиц, которого никогда раньше не видел. Это звучит захватывающе. Открытие новой дикой природы всегда волнительно. Это действительно было. Я не мог поверить в свою удачу, и мне удалось сделать несколько отличных фотографий. Ух ты, что это была за птица? Это была красивая голубая цапля, и она величественно стояла у воды. Должно быть, это было зрелище. Голубые цапли– такие элегантные существа. Да, они. Это добавило моей поездке неожиданную изюминку. Мне нравится, когда приключения приводят к таким спонтанным моментам. Урок 6. Покупка продуктов. Мне нужно купить немного фруктов и овощей на неделю. Что вы купили во время последнего похода за продуктами? Я взяла несколько яблок, бананов и много зелени. Хороший выбор. Свежие продукты. Всегда хорошая идея для еды. Я люблю готовить салаты из свежих овощей. Звучит вкусно. Обычно я покупаю разные блюда, чтобы еда была интересной. Точно. Разнообразие– ключ к здоровому питанию. Давайте вместе спланируем поход за продуктами в ближайшее время. Мне бы это понравилось. Будет интересно исследовать новые рецепты и ингредиенты. Урок 7. Празднование свободы. Я радуюсь за тех, кто живет своей свободной жизнью и восхищаюсь их мужеством и стойкостью. Я полностью согласен. Чтобы добиться свободы и аутентичности, требуется огромная сила. Да, и теперь я остался один в тишине, размышляя над этими мыслями. Это понятно. Иногда одиночество может привести к глубоким озарениям. Абсолютно. Подобные моменты напоминают мне о важности личностного роста. Да, принятие наших путешествий может вдохновить других сделать то же самое. Я надеюсь направить эти чувства в позитивные действия для продвижения вперед. Это замечательный образ мышления. Давайте и дальше поддерживать и воодушевлять друг друга. Мне бы это понравилось. Вместе мы можем изменить свою жизнь и жизнь других. Урок 8. Безглютеновые блюда. Есть ли варианты безглютеновой еды? Абсолютно. У нас есть множество блюд, которые подходят для безглютеновой диеты. Приятно это слышать. Я знаю многих людей, которым нужны такие возможности. Да, важно учитывать различные диетические ограничения. Я ценю, что рестораны становятся более инклюзивными в своих меню. Да, это показывает, что они заботятся о здоровье и предпочтениях своих клиентов. Мне интересно, какие безглютеновые блюда вы порекомендуете. У нас вкуснейшая безглютеновая паста и разнообразные свежие салаты. Это звучит фантастически. Не могу дождаться, чтобы попробовать их. Урок 9. Знакомство с Парижем. В следующий раз я подумываю о том, чтобы исследовать улицы Парижа. Это было в моем списке желаний целую вечность.
Это звучит потрясающе. Париж — такой красивый город, наполненный культурой и историей. Мне не терпится увидеть Эйфелеву башню и прогуляться по Сене. Абсолютно. Архитектура и искусство Парижа захватывают дух. Конечно, я также с нетерпением жду возможности попробовать настоящую французскую кухню, пока я там. Да, еда невероятная, от выпечки до изысканных блюд. Я согласен. Это будет не только экскурсионное, но и кулинарное приключение. Определенно. Прежде чем отправиться в путь, давайте составим список мест, которые обязательно нужно посетить, и блюд, Отличная которые идея. обязательно Я стоит хочу максимально попробовать. использовать время, проведенное в городе света. Урок 10. Планируйте, прежде чем строить. Я подумывал о том, чтобы начать новый проект дома, но понимаю, что сначала нужно тщательно измерить пространство. Это умный ход. Предварительное планирование дизайна может избавить вас от многих головных болей в дальнейшем. Абсолютно. Если я не сделаю правильные измерения, у меня может получиться мебель, которая вообще не подойдет. Да, и представьте себе, как неприятно было бы переставлять все постфактум. Верно. Кроме того, наличие четкой планировки поможет мне представить, как будет выглядеть помещение после его завершения. Именно так. И это позволяет вам вносить коррективы еще до того, как вы поднимете молоток. Я также должен учитывать направление комнаты, то, как люди будут передвигаться в пространстве, имеет решающее значение. Определенно. Хорошо спланированный дизайн не только хорошо выглядит, но и функционален. Мне не терпится приступить к этому проекту. Я знаю, что при тщательном планировании все получится отлично. Урок 11. Зажигайте умно. Я слышал, что использование энергосберегающих лампочек действительно может помочь снизить счета за электроэнергию. Абсолютно. Они потребляют гораздо меньше энергии, чем традиционные лампы, и служат гораздо дольше. Это беспроигрышная ситуация. Я обязательно должен переключиться на них, когда смогу. Вы заметите разницу не только в счетах, но и в качестве света. Действительно, как же так? Что ж, они обеспечивают более яркий и естественный свет, который может улучшить атмосферу любой Это комнаты. звучит привлекательно. Я хочу, чтобы в моем доме было тепло и уютно. Кроме того, это полезно для окружающей среды, поэтому вы также оказываете положительное влияние. Кажется, что это простое изменение, которое может привести к значительным преимуществам. Урок 12. Просматривайте и открывайте. Вы когда-нибудь просматривали веб-сайт и нажимали на элементы, чтобы получить дополнительную информацию? Да, это очень удобный способ узнать о продуктах и услугах, прежде чем принять решение. Точно. Кроме того, мне нравится, что отзывы клиентов часто можно найти прямо на странице. Эти обзоры действительно могут помочь решить, стоит ли что-то покупать. А если у вас есть вопросы, некоторые сайты предлагают варианты прямой связи со службой поддержки. Это правда. Приятно иметь такую поддержку под рукой, когда она вам нужна. Я ценю возможность нажимать на разные товары, чтобы легко сравнивать их характеристики и цены. Это делает процесс шопинга намного более эффективным и приятным. Я всегда чувствую себя более уверенно при совершении покупки, когда у меня есть вся необходимая информация. Урок 13. Оставайтесь активными.
Я восхищаюсь тем, как ты остаешься здоровым и в хорошей форме. Это действительно вдохновляет меня быть более активным. Спасибо. Я стараюсь регулярно заниматься спортом. Это имеет огромное значение в том, как я себя чувствую. Приятно это слышать. Какие виды деятельности вам обычно нравятся? Я люблю бегать трусцой в парке. Это освежает и помогает очистить разум. Век трусцой кажется фантастическим способом совместить физические упражнения с наслаждением природой. Это действительно так. Кроме того, во время бега я часто слушаю музыку или подкасты, что поддерживает мою мотивацию. Звучит весело. Мне тоже стоит попробовать побегать. Это может помочь мне войти в лучший распорядок дня. Определенно попробуйте. Это полезный опыт, как физически, так и морально. Я начну в эти выходные. Спасибо за поддержку. Урок 14. Сложная ситуация. Тяжело не иметь возможности никуда идти из-за сломанной лодыжки. Это, должно быть, расстраивает, но похоже, что вы извлекаете максимум из плохой ситуации. Да, я находил способы развлечься дома, например, ходить на шоу. Это отличный способ отвлечься. Пробовали ли вы какие-нибудь новые хобби? Я начал больше читать. Удивительно, как много книг стояло у меня на полке целую вечность. Это чудесно. Чтение может перенести вас в разные миры, даже когда вы застряли дома. Точно. Это помогает мне на время забыть о травме. И кто знает, возможно, за это время вы откроете для себя нового любимого автора. Это было бы хорошим плюсом в моей ситуации. Урок 15. Цифровые ресурсы. Удивительно, как система электронной коммерции полагается на интернет и компьютеры в своих услугах. Абсолютно. Удобство совершения покупок из дома изменило то, как мы покупаем вещи. Мне нравится иметь возможность просматривать бесчисленное количество продуктов всего за несколько кликов. И самое приятное то, что вы можете мгновенно получить доступ к обзорам и сравнить цены. Да, это экономит столько времени по сравнению с традиционным шопингом. Кроме того, многие платформы предлагают эксклюзивные онлайн-предложения, которые вы не найдете в магазинах. Я также ценю, насколько легко вернуть товар, если он не соответствует ожиданиям. Это огромное преимущество. Интернет-шоппинг действительно произвел революцию в потребительских привычках. Я не могу представить, чтобы снова ходить по магазинам по старинке. Урок 16. Исторический взгляд. Знаете ли вы, что в XIX веке Британия пережила несколько войн с моря? Да, интересно, как колониальные конфликты повлияли на историю обеих стран. Эти войны сыграли важную роль в установлении британского влияния в Новой Зеландии. Абсолютно. Это сложная история, наполненная культурными взаимодействиями и недоразумениями. Изучение этого помогает нам понять корни многих современных проблем. Да, история имеет свойство повторяться, если мы не обращаем внимания на уроки, которые она преподает. Мне интересно исследовать эти исторические повествования и их влияние сегодня. Истории устойчивости обеих сторон действительно вдохновляют, и ими стоит поделиться. По мере продвижения вперед важно помнить и размышлять об истории. Урок 17. Онлайн-обучение. Я изучал онлайн-курсы, Коса окажется хорошей платформой для технических курсов.
Абсолютно. Они предлагают широкий спектр тем, что позволяет легко найти то, что соответствует вашим потребностям. Есть ли какие-либо другие платформы, которые вы рекомендуете для изучения новых навыков? edX и Udacity также являются отличными вариантами. Они предоставляют качественный контент от лучших университетов. Это полезно знать. Я хочу быть уверенным, что выберу курс, который действительно принесет мне пользу. Чтение обзоров и проверка программ курса могут помочь вам найти тот, который вам подходит. Я ценю то, насколько доступным стало образование благодаря этим платформам. Это чудесно. Вы можете учиться в удобном для вас темпе и не выходя из дома. Я рад окунуться в новые возможности обучения. Урок 18. Выпекайте с разнообразием. Я заметил, что формы для выпечки бывают разных размеров и форм. Это весьма впечатляет. Абсолютно. Использование правильной формы для выпечки может действительно повлиять на результат ваших рецептов. Я никогда не осознавал, насколько это имеет значение, пока не начал экспериментировать. Каждая форма дает уникальные результаты. Например, круглая форма отлично подходит для тортов, а квадратная — для пирожных. Это правда. Интересно изучить все доступные варианты выпечки. Кроме того, наличие правильных инструментов может значительно улучшить качество выпечки. Мне обязательно стоит приобрести несколько разных типов для моей кухни. Вы не пожалеете об этом. Разнообразие может вдохновить на создание новых рецептов и Не техник. могу дождаться, когда начну печь на своих новых противнях. Урок 19. Обновление покупок. Эй, ты ходил по магазинам в последнее время. Да, я вчера ходил в торговый центр. Это был настоящий опыт. Звучит весело. Нашли ли вы что-нибудь интересное, пока были там? Я сделал. Мне нужно запастись новой одеждой на предстоящий сезон. Замечательно. Всегда приятно освежить свой гардероб новинками. Абсолютно. Я также хотела проверить некоторые аксессуары, чтобы завершить мои наряды. Аксессуары действительно могут улучшить внешний вид. Какие стили вы рассматриваете? Я подумываю добавить несколько эффектных вещей, например, эффектные серьги или стильную сумку. Звучат идеально. Давай как-нибудь вместе сходим за покупками. Это будет весело. Урок 20. Прогулка в парке. Мне очень нравится совершать длительные прогулки в парке. Это такой мирный способ провести день. А ты? Вам тоже нравится свежий воздух и красивые пейзажи? Абсолютно. В последнее время я очень увлекся фотографией во время прогулок. Это отличная идея. Запечатление красоты природы может сделать эти прогулки еще более полезными. Мне нравится находить уникальные ракурсы и детали, которые большинство людей могут упустить из виду. Наверное, здорово оглядываться на эти фотографии и вспоминать те моменты. Это действительно так. Каждая фотография рассказывает историю, и я дорожу этими воспоминаниями. Возможно, мне стоит попробовать фотографировать на следующей прогулке. Вам следует. Это добавляет совершенно новый уровень удовольствия. Урок 21. Время регистрации. Обычно до даты заезда вам следует окончательно утвердить свои планы примерно за 48-72 часа. Это имеет смысл. Важно все уладить до приезда.
Точно. Это помогает избежать сюрпризов в последнюю минуту и обеспечивает приятный опыт. Я ценю такую организацию. Это снимает много стресса. Конечно. Кроме того, это дает мне время спланировать действия на тот момент, когда я приеду. Есть ли у вас какие-то конкретные места, которые вы хотели бы посетить? Определенно. Есть несколько достопримечательностей, которые я давно хотел исследовать. Это звучит захватывающе. Предварительное планирование делает поездку еще более приятной. Абсолютно. Все дело в том, чтобы максимально использовать каждый момент. Урок 22. Вопросы и ответы. Есть ли у вас еще вопросы о процессе? Сейчас нет, но если да, могу ли я спросить позже? Конечно. Не стесняйтесь обращаться в любое время. Я здесь, чтобы помочь. Я ценю это. Приятно осознавать, что я могу на тебя рассчитывать. Общение имеет ключевое значение, особенно когда вы ориентируетесь в чем-то новом. Абсолютно. Очень важно иметь поддержку. И я рад быть для вас такой поддержкой. Спасибо. Я обязательно обращусь, если что-нибудь придет в голову. Звучит отлично. Я с нетерпением жду возможности помочь вам в дальнейшем. Урок 23. Основы списка продуктов. Конечно, что вам нужно из магазина? Мне нужно купить хлеб, молоко, яйца и свежие фрукты на неделю. Это все отличные продукты. Есть ли у вас любимый сорт хлеба? Я люблю ценное зерно. Он питателен и имеет потрясающий вкус во всем. Хороший выбор. Как насчет фруктов? Есть ли у вас любимчики? Не могу устоять перед клубникой и бананами. Они идеально подходят для смузи. Смузи– это фантастика. Пробовали ли вы добавлять к ним шпинат для улучшения здоровья? Я нет, но это звучит как отличная идея. Я попробую. Я уверен, вам это понравится. Это отличный способ съесть немного овощей. Урок 24. Разбивка задач. Пробовали ли вы разбивать задачи на более мелкие этапы? Нет, но я попробую. Возможно, это поможет мне лучше справляться с рабочей нагрузкой. Это действительно так. Меньшие шаги делают все более управляемым. Я понимаю, как это также уменьшит стресс. Точно. Кроме того, приятно отмечать каждую небольшую задачу по ходу дела. Это звучит мотивирующе. Не могу дождаться, чтобы увидеть, как это работает для меня. Я думаю, вы будете приятно удивлены той разницей, которую это имеет. На этой неделе обязательно попробую и расскажу, как получится. Вот этот дов. Я рад слышать о вашем прогрессе. Урок 25. Планирование встречи. Это работает для меня. В какое время вы предлагаете встретиться? Как насчет около 14:00? Вас это устраивает? Идеальный. Я обязательно буду там вовремя. Большой. С нетерпением жду возможности наверстать упущенное и насладиться этим днем. Я тоже. Есть что-то особенное в совместном времяпрепровождении на свежем воздухе. Абсолютно. Это всегда освежает и вдохновляет. Я согласен.
Плюс, пока мы там, мы можем исследовать новое место. Это похоже на план. Мне не терпится увидеть, что мы найдем. Это будет фантастический день, я это чувствую. Урок 26. Культурные перспективы. Как знакомство с разными культурами повлияло на ваше мировоззрение? Это расширило мое понимание мира и сделало меня более открытым. Приятно это слышать. Ощущение разнообразия может быть очень полезным. Абсолютно. Это помогает бросить вызов стереотипам и принять различия. Я и не мог не согласиться. Каждая культура может предложить что-то уникальное. Да, изучение традиций и обычаев открыло глаза. Кроме того, это объединяет людей таким прекрасным образом. Точно. Это воспитывает уважение и признательность друг к другу. Мне это нравится. Это напоминает нам, что мы все являемся частью одного и того же глобального сообщества. Урок 27. Передвижение. Есть какие-нибудь советы по передвижению по городу? Абсолютно. Общественный транспорт зачастую является самым простым способом передвижения. Это правда. Это экономит время и деньги по сравнению с вождением автомобиля. Кроме того, вы сможете ощутить город как местный житель. Точно. Мне всегда нравится знакомиться с новыми людьми в автобусе или поезде. Это также отличный способ узнать о разных культурах. Никогда не знаешь, кого ты можешь встретить и какие у них истории. Есть ли у вас любимый вид общественного транспорта? Я думаю, что предпочитаю метро. Это быстро и эффективно. Урок 28. Список регистрации. Я понимаю. Я подготовлю для вас список при регистрации. Спасибо. Это сделает все намного проще для меня. Конечно. Я хочу убедиться, что у тебя есть все, что тебе нужно. Я ценю это. Приятно иметь на своей стороне кого-то столь организованного. Не за что. Я верю в то, что этот процесс должен быть максимально гладким. Это отличный подход. Это действительно помогает уменьшить любое беспокойство. Точно. И это позволяет вам сосредоточиться на получении удовольствия от происходящего. И я с нетерпением жду этого. Я знаю, что могу на тебя рассчитывать. Всегда. Я позабочусь, чтобы все было в порядке, когда ты приедешь. Урок 29. Расстановка приоритетов задач. Установление четких приоритетов звучит как надежный план эффективного управления нашими задачами. Я полностью согласен. Это помогает сосредоточиться на том, что действительно важно, и снижает перегруженность. Вы уже начали таким образом расставлять приоритеты в своих задачах. Да, я начал перечислять свои ежедневные задачи и ранжировать их по важности. Это отличный подход. Должно быть приятно сначала выполнить самое важное дело. Абсолютно. Это дает мне чувство достижения и поддерживает мотивацию в течение дня. Плюс ко всему, это позволяет более разумно распределять свое время. Точно. Я обнаружил, что работаю более продуктивно, когда придерживаюсь списка приоритетов. Это действительно имеет значение. Меня вдохновило попробовать этот метод на себе.
Урок 30. Празднование праздников. Знаете ли вы, что 1 июля– День Канады, празднующий рождение Канады? Да. И что интересно, 4 июля. День независимости в США, отмечающий праздник другого рода. Точно. Оба праздника имеют большое значение в своих странах. Мне нравится, что каждая нация по-своему празднует свободу и единство. Я тоже. Интересно наблюдать за происходящими традициями и событиями. А фейерверки — общая тема обоих праздников. Абсолютно. Они освещают небо и создают праздничную атмосферу. Мне нравится посещать парады и общественные мероприятия во время этих праздников. То же самое. Это прекрасная возможность пообщаться с друзьями и семьей. Урок 31. Уверенность в планах. Я уверен, что в конечном итоге все сложится идеально. Это отличный образ мышления. Позитив действительно может повлиять на результат. Могу ли я вам чем-нибудь еще помочь, чтобы все прошло гладко? На самом деле, да, мне могла бы пригодиться помощь в доработке деталей мероприятия. Буду рад помочь. Над какими конкретно деталями вам нужно поработать? Мне нужно подтвердить список гостей и варианты питания. Давайте разберемся с ними по порядку, начиная со списка гостей. Звучит идеально. Если вы сначала разберитесь с этим, все остальное станет проще. Абсолютно. Как только у нас будет список гостей, мы сможем соответствующим образом спланировать кетеринг. Урок 32. Исторические размышления. В 1775 году американские поселенцы начали восстание против британского управления. Да, и в 1776 году американцы провозгласили свою независимость, что стало монументальным моментом. Это действительно было. Эта декларация заложила основу тех Соединенных Штатов, которые мы знаем сегодня. Мужество, проявленное этими поселенцами, вдохновляет. Они боролись за свою свободу. Абсолютно. Интересно узнать, как эти события повлияли на историю. И интересно посмотреть, как с этого момента развивались идеалы свободы и демократии. Это свидетельство стойкости людей, борющихся за свои права. Я думаю, что важно помнить об этих моментах истории, когда мы празднуем нашу свободу. Определенно. Понимание нашего прошлого помогает нам ценить наше настоящее. Урок 33. Цели в фитнесе. Каковы ваши планы на следующую неделю относительно ваших целей в фитнесе? Я хочу увеличить количество посещений спортзала как минимум до 4 раз в неделю. Это серьезная цель. Последовательность является ключевым моментом, когда дело доходит до фитнеса. Точно. Я считаю, что постановка конкретных целей мотивирует меня придерживаться распорядка дня. Есть ли у вас конкретный план тренировок для этих посещений? Да, я планирую совмещать кардио с силовыми тренировками, чтобы сохранить баланс. Звучит эффектно. Их сочетание поможет избежать скуки и проработать разные группы мышц. Абсолютно. Мне также нравится время от времени пробовать новые занятия в тренажерном зале. Это отличный способ сделать ваши тренировки интересными и интересными.